Добрый день, дорогие друзья! Я врач-педиатр, рефлексотерапевт РИА-центра город Калининград Балабас Елена Анатольевна. И сегодня хочу с вами поговорить о такой неприятной проблеме, как тугоухость. Что такое тугоухость? Это снижение способности человека слышать окружающие звуки и речь окружающих людей. Причины самые разнообразные. Поскольку мы работаем в детской все-таки клинике РИА-центр по реабилитации детей, начнем, что может быть причиной у наших детей. Первое – это нелеченные либо недолеченные проблемы лор-патологии. Чаще всего это отит. Ну что можно сказать по поводу отита? Ребенок пожаловался на боль в ушах, мама знает, что надо капать, либо, если не знает мама, у нас сейчас в любой аптеке могут предложить любые капельки. День-два покапали, все прошло, ребенок больше не жалуется, все, проблема осталась. Воспаление в ушах никуда не ушло, начинается либо хронизация процесса, либо распространение воспаления на окружающие ткани, что потом со временем, с течением времени может привести к снижению слуха у ребенка. Вторая проблема у наших детей – это аденоиды. Как правило, аденоиды могут оставаться длительное время без внимания. На них обращают внимание только тогда, когда у ребенка появляется затруднение носового дыхания. Косметически не совсем красиво это выглядит, приоткрытый рот. Ну и скопление слизи, которую ребенок не успевает, не может не высмаркивать, не успевает ее проглатывать. И эта слизь начинает у ребенка вытекать, что тоже выглядит, в общем-то, очень даже некрасиво. Однако в аденоидах тоже кроется достаточно серьезная проблема. Часто это приводит к хроническим каким-то воспалительным процессам носоглотки, начинает созревать патогенная микрофлора, которая пагубно воздействует потом, кроме того, и на головной мозг в целом. И приводит тоже к воспалительным процессам внутреннего слухового прохода. Дальше есть у наших детей очень такая проблема, как часто бегать, слушать музыку в наушниках. Наушники у нас способствуют тому, что приходится, скопление серной пробки, сера не оттекает так, как положено, и эту серную пробку ребенок своими наушниками постоянно, так скажем, задалбливает внутрь, забарабанивает внутрь. И этот сгусток серной пробки тоже приводит к снижению слуха у ребенка. Еще одна проблема у нас – это вирусные инфекции, такие вирусы, как вирус кори, эпидпаратита, герпес вирусы, цитомегаловирус. Они обладают достаточно серьезными ототоксичными свойствами и осложнениями в дальнейшем на уши. Вся эта перечисленная патология, конечно, безусловно, требует кардинального решения, осмотра лор-врача. Что касается наших проблем, наших деток, это, как правило, либо врожденные какие-то инфекции, врожденные аномалии, генетические заболевания, наследственная патология, патология беременности и в родах. Все это приводит к проблемам снижения нарушения слуха у детей уже с раннего детства. И замечается родителями уже на первом году жизни. Также нейросенсорная тугоухость сопровождает очень часто такие серьезные заболевания, как ДЦП, заболевания, связанные с гипертензионно-гидроцефальным синдромом, повышением внутричерепного давления. Родовые травмы всевозможные тоже приводят к снижению слуха и нарушению нейросенсорной проводимости. Все это требует очень тщательного внимания, наблюдения за ребенком. Первыми симптомами для родителей может быть это, если ребенок до 4 месяцев не реагирует на звуки, не поворачивает голову в сторону источника звука, если ребенок году не говорит хотя бы 6-8 слов, если ребенок не отзывается на имя или не слышит обращенную к нему речь. Это служит своего рода тревожными звоночками, и родители, в общем, желательно, необходимо, чтобы были консультированы врачом-невропатологом, в дальнейшем направлены на дальнейшее обследование.
Вот. Мы в свою очередь, я хотела бы сказать, у нас очень много детей с диагнозом тугоухость. Вот. Я хочу оградить родителей от такого мнения. Мы не лечим тугоухость, но мы лечим состояние нервной системы, мы улучшаем звукопроводимость, мы улучшаем, как сказать, воздействуем на биологически активные точки, которые способствуют потом в дальнейшем со стороны нервной системы преобразованию звуковых волн в электрические импульсы и в дальнейшем обработка этого электрического сигнала головным мозгом. Вот. И мы воздействуем на зоны акустического понимания речи, зону акустического прислушивания речи. Вследствие нашего лечения мы способствуем тому, что улучшается нервная проводимость, улучшается преобразование вот этого вот электрического сигнала. Слух у ребенка улучшается именно благодаря тому, что мы работаем с нейронами головного мозга, с нервными клетками, вот, с биологически активными точками. Рефлексотерапия помогает добиться улучшения слуха, что заметно улучшает качество жизни наших маленьких пациентов.